Здравствуйте, любители программирования, робототехники, 3D-моделирования. Сегодня мы продолжаем урок, вводный, обзорный уроки по Castle Game Engine, программирование на Паскале, на Delphi, или Object Pascal, так сказать. Сегодня рассмотрим тему так называемой анимации, точнее переключение анимации между собой. На примере управления персонажем. У меня два способа варианта анимации, которые можно реализовывать. Ну, самый такой примитивная, быстро в голову приходящая анимация, она на форуме тоже описывается, что такое возможно делать. Например, вот у меня есть один 3D персонаж мой. Я специально сделал несколько дубликатов анимации, и при нажатии, соответственно, на различные кнопки у меня, соответственно, элемент этот перемещается. Но сейчас он у меня подействует, потому что здесь у нас трение. Надо увеличить его. Ну, смысл в том, что сейчас он у меня перемещается и меняет анимацию в зависимости от того, на какую кнопку я нажимаю. То есть поворот, поворот, вперед, назад. То есть это все есть. Реализуется простым способом. Реализуется простым способом. Ну и как, соответственно, и первое. Первый вариант, сейчас покажу я, как работает первый вариант. Для этого нам нужно подправить немножко код. Сейчас я ее подправлю его. И потом пройдемся, я покажу, какие варианты возможны в логике управления. Итак, сохраняем. Угу. Итак, что мы делаем? Чтобы второй способ показать, мне нужно First Personal Navigation. Так, указать другой аватар. В данном случае у меня другой аватар. Это вот этот персонаж. Чем он отличается от предыдущего, которым я управлял сейчас? Предыдущего, соответственно, у нас есть некий бокс. Ну, обычно так это. Невидимый. Можно отключить отображение бокса, просто изменив цвет на прозрачный. Добавили мы ему физику боксу, соответственно, бокс коллайдер. И у нас есть еще объекты, сцены, castle сцен, так называемые, типа данных. И камера. Вот камера 1, которая привязана к данному объекту. И внутри лежат вот эти вот объекты. Что это за объекты? А это объекты отдельно анимированные персонажи. То есть это его дубликаты. Как видим. Вот сейчас я повключаю их с помощью вкладочки Axis, указав значение True. И мы видим, вот их сколько тут приличненько. То есть у меня здесь 7 их. Это, конечно, нагружает систему, но этот способ, как пишет разработчик, действительно работает. Это для того, чтобы переключаться между анимациями. Например, один и тот же персонаж, вы делали анимации для него, и переключаете просто нажатием клавиши. Один закрывается, условно, через Access, а другой открывается. Вот таким просто чередованием, в зависимости, сколько у вас там список этих анимаций. Это можно ее использовать, когда у нас не получается, например, полным списком, например, сделать анимации последовательно друг за дружкой, идущих для одного персонажа. Например, какой-то кустарным способом вы делали анимации через какие-то среды, которые не связывают все анимации в одну. Ну и, соответственно, эти анимации, например, я сделал в Mixamo для персонажа. Там в Mixamo есть шаблоны. Так, сейчас давайте посмотрим. Вот они, шаблоны Mixamo. У меня есть 3D-моделька персонажа, которую, наверное, делал Фузы, кажется. Ну и, соответственно, сюда я добавляю и, выбирая по поисковику, какой тип движения мне нужен, выбирая среди предложенных, и, соответственно,
использую. А чтобы мне, соответственно, скачать этот тип движения, просто download. И он у меня в формате FBX скачивает. Соответственно, разные виды анимации я выбираю, и разные, и для них, соответственно, эти решения я скачиваю. У меня получается, например, условно, у меня 7 анимаций. Бег идет вперед, идет назад, бег, движение влево, движение вправо. Ну и, соответственно, есть в случае там погибает персонаж мой. Рестартится, так назовем его. То есть тоже это возможно реализовывать. Эти все элементы я потом импортирую в Blender. Давайте посмотрим, как это реализуется. Вот он, импортируются они в Blender. Последняя версия, у меня 4 там. У меня подключено расширение для перевода в GTL в формате. Для Castle Game Engine. Вот они у меня есть. И что я делаю? То есть я их вместе собрал. Почему? Мне так легче настроить им, соответственно, цвет всем одинаковым объектам примерно, чтобы он был одинаковый. Вот они, у меня список проекта, тут они присутствуют. Дальше я просто нужный мне или объект выставляю на центр, вот в центр 0, чтобы они все в одной точке были, центрировались. А все остальные удаляю и экспортирую, соответственно, в GPL. Потом отменяю действия, они появляются, все эти персонажи. Я опять выбираю нужный, всех удаляю, экспортирую. Ну, то есть это вот выглядит примерно так. Вот я выделил, удалил, поставил центральную точку, файл экспортировать в формате GTL. GTF, GLB. Все, экспортирую, потом Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Все, дальше у меня, соответственно, принцип тот же самый. Удаляем. Вставляем, экспортируем. Все, наэкспортировал я таких элементов. Допустим, вы тоже там можете наэкспортировать сколько хотите. Так, где он тут? Угу. И, соответственно, потом размещаю их в папку Data. Логично, я думаю. Папка Data. Так, наверное, сейчас покажу ее, чтобы было понятно, где она у меня лежит. То есть у меня вот есть папка Data моего проекта, где я, соответственно, располагаю все эти анимации. Вот Idle E, Velk, ну, движение вперед, бег, движение влево, вправо, все это сохранены и, соответственно, лежат в папке Data. Далее, что получается, если я в таком формате интерпретировал, то я их могу, соответственно, загрузить. Ну, просто, соответственно, я выбираю объекты Castle Scene и добавляю URL, как я в прошлых уроках это делал. Добавляю каждому элементу нужную ему анимацию. То есть, если, например, в моем случае, если все органично они установились, то есть одна и та же модель, один и тот же скелет, то анимации он быстро считывает и делает для них список. Тут есть целый список анимаций для одного и того же объекта, что очень полезно. Это как раз для второго способа. То есть можно вот таким способом, когда у нас нет такого списка, не появляется, ну по каким-то причинам может не возникнуть, когда вы сделаете массово такие анимации. Вот тогда мы делаем такие вот клоны, сюда их экспортируем и вставляем друг в дружку, а потом, соответственно, включаем тот нужный. Но если у нас есть список этих анимаций, то у нас уже, соответственно, здесь один объект. Вот он. Например, я его указал как G8, герой. Вот он, G8.
В нем лежит только коллайдер и сама камера. Камера у меня 1 называется. Камера 2, извиняюсь, камера 2. Соответственно, First Person Navigation мне нужно указать здесь G8. Если нужно, иерархию я тоже могу указать G8. Так, а в viewport камера 2. В viewport камера 2. Ну вот она у меня, как раз она и присутствует. Здесь камера 2. Все. Ну, в целом, я настроил. Теперь мы можем посмотреть, например, код. Я думаю. Так, сейчас... Так, это не тот код. Ага. Так. Угу. Да, сейчас я покажу тогда. Вот таким вот способом. Угу. Итак, код, в котором мы уже неоднократно работали, в мейне, так называемом. Здесь у нас что представлено? Ну, тут сразу прописана логика для сразу двух вариантов. Что мы делаем в начале? Ну, мы в начале, вот, например, я задаю объекты, которые у нас уже есть, описываю их, соответственно, к какому типу данных они относятся, по такому же принципу, то есть продолжая. Далее я здесь создал две переменные integer формата публично в паблике. И, соответственно, в старте я задаю им сначала первое значение единицы совпадающее. Ну и такая простая логика. Дальше в апдейте я прописываю логику для клавиш. Ну, по примитивному, если нажмем клавишу А, у нас должно быть двигаться, соответственно, анимация такая-то. Вот я из списка ее беру, например, для второго способа. А если для первого, то я просто включаю один из клонов, чтобы он отображался, а все остальные выключаю. Если я, соответственно, управляю этим элементом, то, соответственно, вторым, точнее, который я говорил, что у него список анимаций, если появляется, то я просто выбираю список анимаций для Auto Animation типа. И чтобы это срабатывало однократно, обратите внимание, поэтому у меня здесь есть условия. То есть, например, если я нажал хотя бы один раз на эту кнопку А, то переменной run, например, я присваиваю определенное значение. И если они, то есть вторая переменная анимация не совпадает с run, то мы присваиваем и делаем, соответственно, запускаем анимацию. Все, она зациклена, пока я нажимаю на эту кнопку. Как только я переключился на другую кнопку, у меня, соответственно, значение другое. Переключение на анимацию, переменное значение анимации тоже другое, и переключение на анимацию следующее. Это вот второй способ. Это для первого. Вот это внутреннее условие еще. Внутри условия. Это для проверки, когда нам нужно... То есть вы, например, нажали на W и нажали одновременно еще на D и S. Тогда, соответственно, может зациклиться анимация срабатывания, потому что и там может быть, там вы могли отдельно нажать, отдельно W нажать, соответственно. Ну, чтобы у нас было логично, более смотрелось, органично, то если мы нажали W и A, это будет работать как W. Или W и D, это будет работать как W. Ну и, соответственно, S. И если нажали S и D, то будет работать как S при нажатии анимации клавиши. А если просто A и D, то будет работать другая анимация. То есть, как вот здесь вот указано. Если мы нажали на W просто, то мы указываем еще третью анимацию вперед, например. Это S и S, назад движение. Все. И в случае, если мы не нажали ни на одну кнопку, ну и таким способом, можно там, каким хотите, вот, либо там указать
через not, соответственно, или через равно false там присвоить, это равенство точнее, то как угодно. Если мы не нажали ни на одну кнопку из этих, то, соответственно, запускается анимация начальная в спокойном состоянии, когда он находится. Или, соответственно, для второго случая и для первого случая. Все. Больше тут как переключение анимаций и нет ничего сложного в дальнейшем. То есть можете еще посмотреть, почитать документацию, может быть что-то найдете еще какие-нибудь другие решения. Переключение анимации на скелетные вот такие вот варианты. Так. Ну что ж. У меня здесь все переключено. Я, конечно же, сохраню свой скрипт. Он у меня для двух способов, но будем смотреть вот на этого товарища, потому что сейчас я настроил ему, еще раз, я ему указал G8, что я буду управлять. Ну и, соответственно, viewport у меня тоже вторая камера. Сейчас посмотрим, как это будет работать. Так, у меня идет запуск. Так, идет запуск, идет запуск. И пока ему нужно собраться, вы можете видеть внизу сборка всех элементов, то есть он собирает все анимации, которые у меня присутствуют тут вариант, то есть в проекте, и он поэтому все это компилирует вместе с элементом. Конечно, там есть, может быть, лишние, дублирующие, это нужно будет чистить потом. Соответственно, полная сборка, например, вот сейчас с этими анимациями у меня уже весит 90 мегабайт проект. Уже есть несколько моделей. Есть анимация, то есть физика кое-какая настроенная присутствует. То есть вот тут уже у нас соответствующий размер проекта набегает. Еще не хватает там тут звуков, соответственно, это уже чуть попозже. Текстур, набор каких-то элементов, то это уже будет дополнительно еще раз. Еще будем увеличиваться проект в размере. Итак, вот я включился, у меня, видите, уже другой персонаж, вот слева стоит, который был. И вот я иду. Видите, я нажал W, он пошел, отпустил, он стоит. Стоит анимация. Вот это второй способ более удобоваримый, как говорится. Вот он идет, анимируется, потом я переключаюсь влево, переключаюсь вправо, назад. Ну, анимацию гибель я просто не назначил. Ну, можно там, соответственно, потом нажать на какую-то кнопку, и он сработает анимация. Ну, принцип, я думаю, понятен. В данном случае здесь отдельный персонаж, вот моделька его. Она на ней, соответственно, на ней лежит коллайдер, и она просто переключает автоматическую анимацию. Я нажал одновременно A и D, A и S, W, A, W, D. Ну, соответственно, вот у меня все работает анимации. То есть, в целом, у меня начало игры для управления персонажем уже есть. Ну, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Думаю, ролик был интересен в плане настройки анимации. Ну, это самое для персонажа. А для ботов, я думаю, еще проще, соответственно, управление. Всем спасибо за внимание. Не забывайте подписываться.